Именно эту физиономию я увидел, когда проснулся. Кот Арчи стоял и на меня смотрел. Он хотел не кушать, он хотел гулять. Итак, прогулка. А кто же у нас тут сидит? Такой красивый. Мальчинка. Я надел ему трекер, выпустил гулять, и скоро мы с ним встретились. Вот. Сидит. Львов ставили на тумбах таких перед домами. А это у нас кот Арчи. Ну что, домой пойдем или как? Или ты еще гулять будешь? Арчи мне немножко попозировал, но мне надо было идти дальше. И я не знал, как он среагирует. Ну что, Арчи, со мной пойдешь или как? Или сидеть будешь? А в теплое время года он бы, естественно, это у него стартовая позиция для того, чтобы спрыгнуть и идти в поле. Вот за спиной у меня поле. Вот. И на поле там мышей, видимо-невидимо. Но не сейчас. Зимой какие мыши? Нет никаких мышей зимой. Поэтому Арчик так вот и в задумчивости, чем бы заняться. Ладно, мне надо идти, захочешь, иди за мной. Вот сейчас и посмотрим, пойдет за мной или нет. Что, за мной пойдешь? Он за мной пошел. Ну да, с папой-то не страшно. В эту сторону он ходить немножко опасается, потому что здесь стройка, здесь шумят. Не надо тебе за мной ходить, я в другую сторону пойду. Но сегодня выходной, воскресенье. Куда-то почапал. Куда почапал? Эй! Знаю куда. Сюда чапает. Это соседский дом, а еще немножко подальше, вот слева, там стройка, которая нашим котам всю жизнь портит. Потому что там громко кричат, громко стучат и вообще безобразие полное. У нее там обход. Сейчас попробую его заснять отсюда. Вон там. О, на стройку пошел, Арчик. Молодец. Вот только на стройку тебе надо. Обалдеть. Ну да, он, видимо, давно хотел посмотреть, что же здесь происходит. Вот. И когда со мной, то вроде бы и не страшно, можно и посмотреть. А у меня на другом канале репортаж о строительстве этого дома. Уже 2 серии вышло, может быть, уже 3 вышла к моменту выхода этого ролика. То есть там все от фундамента, и закончим мы к 1 мая полной готовностью дома. Я с хозяином разговаривал, вот у них план 1 мая закончить, потом быстренько мебель и в сезон уже отдыхать. К сезону, чтобы все было уже готово. Так, Арчик пошел по соседской территории. Ну, вообще-то мы не приветствуем его походы на эту территорию. И мои зрители-подписчики знают почему. Похоже, он тут все хорошо знает. Вот именно на этой территории он попал в плен. Я его отсюда вызволял. А про эту историю, про пропажу кота Арчи, которая продолжалась очень долго. Там, ну, мы уже все простились с ним. Но потом мне удалось его обнаружить в плену. Ролики есть на канале. Найду ссылку, дам. Следующая встреча у нас на причале. Арчик пришел на причал. Ну что, прыгать в воду будешь, что ли? Ты же не будешь в воду прыгать, дорогой. О, говорит. А его поведение меня, честно говоря, вообще озадачило. Смотрите, полное впечатление, что он собирается туда прыгать. Ну ладно бы там была утка. А зачем сейчас-то? Такое впечатление, что собрался прыгать в воду. Арчибаль. Окстись. Приди в себя. Это он уже гуляет 2-й раз. А вообще вот это воскресенье он гулял 3 раза. Мы его после обеда не выпускаем. После обеда есть большой риск, что он уйдет уже в ночную. И появится только утром. А до обеда, выпуская, он возвращается. Пугает меня своим поведением. Ходит. Был ролик на канале про бобров, как бобры там. Вот. В итоге они все ветки поуносили. В общем, они молодцы. Они сами насорили, сами все убрали. Вот. Тут были ветки везде, а это бобры сами. То есть я ничего не делал, не трогал эти ветки, не пилил ничего. Бобры сами как вот... унесли их. Они же их недаром спиливают, они их для дела спиливают.
кору съедают, а так стройматериал. Утки там что-то говорят. Так, Арчик там траву какую-то. Ну, все коты, коты, естественно, едят траву. Это у них способ очистки желудка. Едят траву, потом рыгают, отрыгивают это. Вот. И здесь на участке у нас есть несколько сортов травы, которые им нравятся. Они вот ходят. Арчик вообще, он худой, продолжает быть худым. Глистов у него точно нету, мы проверяли. Ну, вот просто такая конституция. Анфиска уже тяжелее его почти на килограмм, уже 800 грамм. Ладно, сейчас будет короткая реклама, посмотрите, пожалуйста. И потом продолжим прогулку с котом Арчи. Если вы задумываетесь о будущем и хотите сформировать надежный резерв или обеспечить себе достойную пенсию, об этом надо начинать думать как можно раньше. Один из способов формировать, приумножать свои накопления – это долгосрочные инвестиции в акции. Но это дело непростое, как начать инвестировать с нуля, не потерять деньги на первых шагах. Для этого нужно учиться. Учиться, впитать огромный массив данных. Но где учиться, как не потерять кучу времени и в итоге не получить никакого результата. Есть такой ресурс, называется BitMarket. Система BitMarket, и у них бесплатный курс BitStart, где за детских коротких уроков простыми словами объясняют, как начать инвестировать и избежать ошибок на первых шагах. Это не просто курс, это часть системы BitMarket для помощи начинающим инвесторам. Она помогает на первых шагах, не дает допустить ошибку и вложиться в некачественные активы. Ссылки я дам в описании к видео. Пожалуйста, смотрите. Я почувствовал, что Арчик нагулялся и собрался уже домой. Идет, виляет. Но тут по дороге кусты. Вот у нас кусты вот эти, и Арчику они очень нравятся. Вот. Что такое? Что ты там увидел? В этом году, февраль, никакого снега в помине нет. А была снежная зима, вот это прошлый или позапрошлый год. На кустах были сугробы такие огромные, и они с Анфисой играли, прятались в сугробах и выпрыгивали друг на друга. У каждого куста будем останавливаться, да? Даже трудно в это поверить. Да, это позапрошлый год был. Сугробы были просто огромные. Вот все эти кусты были под снегом. И там такие норки образовывались. Вот они в норке прятались и друг на друга нападали. На канале также есть ролик, как они гоняют по участку с Анфисой. Посмотрите, это одно из прошлых видео, может быть прошлое или позапрошлое, как Арчи с Анфисой устроили гонки по участку. Это у них тоже такое развлечение. Ну что, Арчибальд, домой пойдем уже. Пора уже. Папа уже тоже нагулялся. Это утром перед завтраком у меня такая пробежка, прогулка, приседания свои, немножко штанга чуть-чуть. Короче, утренняя зарядка. Кого он там высматривает? Никого нету. А он что-то высматривает. Идет походняк. Походняк у него это вообще что-то. Особенно его вот эти штанишки. А через террасу я его пустить не могу, терраса закрыта, соответственно, через вход. Я просто знаю его маршрут, он сейчас обойдет, и там, если ему открыть дверь, он зайдет в дом. Если дверь не открыть, он может на крышу пойти, а может пойти еще дальше гулять. Но у меня такое желание его уже загнать. Потому что он ходит, мается и с него станется, пойдет куда-нибудь подальше. Все, он правильно пошел к двери. Смотрите, какую траекторию выписывает. Все, теперь мне осталось, держа одновременно камеру, достать ключи, открыть ему дверь и впустить. Вот так, все, пришел домой. Поставьте лайк, если понравилось, подпишитесь на канал и пока-пока.